Всем привет! Что-то я давно на связь не выходил. Да так, был немного приболел. Не переживайте, ничего такого заразного. Хотя, как знать, преступление напал. Эти дни практически ничего не делал, так только самое необходимое. Ну там кроликов покормить, воды принести, печь истопить, кушать приготовить, да и то только один раз в день. Можно сказать, ушел в запой. Алкоголь это для слабаков, сильно наслаждаются депрессией. Так и я запоем посмотрел сериальчики, покушал сладостей. Ну а позавчера было полнолуние, так повыл немного на луну, а со вчерашнего дня уже стал трудиться. Снимать не стал, вы и так это видели неоднократно. В доме убрался, у кроликов клетки почистил, баню истопил, помылся, попарился, постирался. Ну а пока баню ждал, начал уже рамки сбивать. Гвозди-то привезли еще 23-го. Как раз соседи приезжали дом проведать. Попросил, спасибо им, заодно и посылки забрали. А вот все никак не мог раскачаться. Да и похода не особо была подходящая. А вот сегодня уже плюс, можно и поработать. Его степлером хорошо сбивать. Удобно. Рамки получаются ровненькие, аккуратненькие. Но только что единственное, здесь на глаз подстраиваю. Так можно ошибиться на долю миллиметра. Ну, не так уж и критично. Ну еще когда степлер порой неровно поставишь, так может где-нибудь скоба вылезти. Либо в сучок попадешь, либо здесь сбиваю это двумя скобами. То может и скоба в скобу попасть и вылезти, тогда приходится либо молотком поправлять, ну, либо если длинная ножка, то обламывать. А так рамочка ровненькая, геометрически, красивенькая, но только дефект небольшое отпиление, такая пимпочка торчит. Ну, я думаю, она сильно пчелам мешать не будет. А по времени засекал, за час получается со всеми подготовками и манипуляциями 30 рамок сбить. И на все эти оставшиеся рамки, если буду продолжать такими же темпами, понадобится 15 часов, если буду работать без остановки. До начала сезона осталось около 2 месяцев, и так неделю дурака провалял. Так нужно ускоряться, по-быстренькому заканчивать с этими рамками, освобождать мастерскую и приступать к изготовлению ульев. Пересмотрел много видео на эту тему, как сбивают рамки в промышленных масштабах. Так там делают специальное приспособление и кондуктора. Ну, идея-то хорошая, решает сразу несколько проблем. Ускоряет время, и не нужно будет постоянно вымерять размеры и углы, намного качество улучшается. Так вот, думаю, тоже замутить что-то похожее. Кондуктора-то ускоряют работу, да вот только не решают проблему с качеством. Пока набьешь руку, чтобы ровно держать степлер, так уже и рамки закончатся. А вот устройство, когда пистолет лежит неподвижно, то решает сразу все проблемы и ускоряет процесс, и улучшает качество. Но вот только мой степлер не работает от предохранителя, когда курок нажат. Поэтому нужно сначала разобраться, как работает спусковой механизм, и модернизировать его.
Ну здесь все понятно. Вроде бы короткий язычок. Переделывать пистолет не стал, чтобы он остался на гарантийном обслуживании. Так сделал только небольшой апгрейд в виде накладочки. И теперь, по идее, он должен работать в 2 режимах одновременно. Как говорится, все гениальное просто. Осталось изготовить приспособу, и можно продолжать сбивать рамки.
Довольно трудоемкий процесс получился. На изготовление данного девайса ушло 6 часов. За это время можно было уже практически половину рамок сбить. Но, как говорил Авраам Линкольн, если мне понадобится срубить дерево за 8 часов, то 6 из них потрачу на то, чтобы заострить топор. Надеюсь, что и я не зря потратил время. Осталось только проверить, достаточно ли острый топор. В любом случае, даже если я не вложусь в оставшиеся 9 часов, время, потраченное не зря. Рамки нужно будет изготавливать каждый год и все в больших объемах, если планирую расширять пасеку. А данное приспособление прослужит не 1 год. Да и качество будет получше. Так как степлер лежит неподвижным, то скобы всегда вбиваются перпендикулярно и не будут вылазить из-за того, что неправильно подобран угол. Ну а тот факт, когда скоба в скобу попадала, я тоже исключил. Разместил степлер немного ниже, и он бьет теперь не ровно в середину, и когда переворачивается рамка, то скобы попадаются между друг другом. Да и получилось все простым, точным, легкоподвижным, да и к тому же дешевым, так как использовал направляющие шариковые, которые стоили всего лишь вот $2, ну и жменька саморезов, а все остальное это отходы. Ну а то, что так криво сделал, так это дизайнерская задумка. А если серьезно, то просто подстраивался под размеры имеющихся материалов. Хотел его сделать универсальным, чтобы можно было одновременно работать и с большой, и с маленькой рамкой, без каких-либо дополнительных перенастроек. Ну, кому интересны размеры, то попозже добавлю чертежи. А сейчас пора приступать к испытаниям. Момент истины. Когда я изготавливал рамки без приспособления, то за час получалось сделать 30 рамок. Это 2 минуты на рамку. Ну а сейчас есть у кого секундомер? Посмотрим, сколько уходит времени и стало ли быстрее. Довольно быстро получилось, где-то около минуты на 2 рамки. А это еще если приловчиться и привыкнуть к устройству, чтобы выработалась механическая память, так и того быстрее получится. А самое главное, качество намного лучше. Выдерживаются все размеры. Но устройством я доволен, оправдались все ожидания. Теперь можно сказать, что все подготовительные работы закончились, топор навострен и можно приступать к забиванию рамок.
Ну вот и все. Можно сказать, изготовление рамок покончено. Не совсем, нужно еще будет проволоку натянуть и навощить, но то это можно будет делать по мере необходимости. Хотя проволоку натягивать хочу попробовать тоже степлером. Стоило ли изготавливать данный девайс? Однозначно да. Работать им одно удовольствие. Думать не надо, перекладываешь планочки и дергаешь туда-сюда. Ну только что мозоль намазолил. А по производительности намного лучше. В оставшиеся 9 часов вложился, даже еще осталось. За час, получается, больших изготовят 90 штук, а маленьких 70. Ну, немного меньше, так как короткие держать неудобно, так оно порой степлер не добивал, приходилось молотком поправлять. Да, еще порой степлер подклинивал, когда давление падало перед подкачкой. Приходилось его доставать, ставить вертикально, простреливать. Хорошо, что я его не зафиксировал, а так лежит он между двумя саморезами. Ну и еще и плюс, когда стреляет, амортизирует на них, гасится удар и меньше износ будет, чем при жесткой фиксации. Ну а возвращается он всегда в свое положение, так как я сделал такие выемки под ручки, и он под тяжестью своего веса в них скатывается. Стоило ли вообще браться самому изготавливать рамки? Считайте сами. Большая рамка стоит у нас 80 копеек, маленькая 60. Ну и за все эти рамки пришлось бы отдать 340 рублей. Это где-то около 110 долларов. Да и то они приходят в разобранном виде. Сбивать все равно бы пришлось самому. Ну а потратился на это все. Получается 10 долларов за скобы. И то практически полкоробки еще осталось. 10 долларов за электричество. Ну, стоимость древесины не беру, так как доски были у меня. Получается, что сэкономил 90 долларов. Ну и потратился на все про все 30 часов работы. Ну, можно сказать, что степлер окупился. А, еще чертежи обещал. Только учтите, что размеры рассчитаны под рамку. Верхняя планка толщиной 20 мм, нижняя и боковая 10 мм, ну, шириной 25 и разделитель Гофмана 36 мм. Осталось еще поскладывать рамки, ну и поперетаскивать, наверное, пока на чердак, чтобы освободить здесь место и можно было начинать уже изготавливать улья.